есть коробочка, я это называю коробочкой. Там есть нейрончики, аксончики, там есть какие-то... Мы бухнули, мы кайфуем, мы там чем-то, мы кайфуем. Игры то же самое. Привет, гриндята! Это канал стримера, я Вовка Петрожицкий. И сегодня я хочу обратиться ко всем фанатам ArcheAge. Вы помните войну за игровые ресурсы и ту самую свободу, которой не было ни в одной ММО. Пришло время забыть об этом. ArcheAge, которую мы все с вами знали, больше нет. Родоначальник игры Сон Джэ Кён сделал рискованную ставку. И теперь это не ArcheAge 2, а ArcheAge Chronicles. И судя по первым кадрам игры, сделанных на движке Unreal Engine 5, корейцы решили скрестить масштабную онлайн-песочницу с экшен-приключением уровня God of War. Сегодня разберем, почему фанаты первой части в ярости, а любители одиночных RPG уже добавляют игру в виш-лист. Не превратится ли эта попытка угодить всем в потерю той самой души, за которую мы когда-то полюбили мир Кроноса? И ждет ли нас такой же скандал, который мы могли наблюдать на выходе Crimson Desert? А перед началом ролика я попрошу поставить вас лайк авансом и приятного вам просмотра. Помните очереди за паками, многочисленные осады за каждый метр северного континента и ту самую пьянящую свободу, которой, казалось, не было ни в одной ММО. Можете оставить эти воспоминания в папке со старыми скриншотами, ведь продолжение той самой ArcheAge, которую мы знали, больше не будет. Проект, который многие годы ждали под цифрой 2, официально сменил вектор и название на ArcheAge Chronicles. Мы привыкли, что в онлайн-мирах мы лишь одна из тысячи одинаковых пешек в бесконечном хаосе. Но в Chronicles все обстоит иначе. И судя по первым кадрам, корейцы задумали рискованную хирургическую операцию. Они решили скрестить масштабную онлайн-песочницу с постановкой и боевой хореографией уровня крупных экшен AAA проектов. Это то, что пытались сделать Pure Abuse, но впоследствии отказались от этой грандиозной идеи. Почему же интернет сегодня полыхает? С одной стороны, фанаты оригинала, которые в ярости. Для них ArcheAge всегда была игрой про социальную активность, политические противостояния и риски. Многие вспомнят момент, когда ты везешь груз через океан и у тебя мандраж по всему телу, ведь на горизонте показались паруса пиратов. Chronicles вектор игры смещается в сторону интересной истории. Разработчики явно намекают, мир больше не принадлежит кланам, он принадлежит сюжету. Игру больше не строят вокруг утомительного кооперативного гринда мобов. Теперь это ваше личное приключение в общем открытом мире. Теперь вы не просто игрок номер 315, вы центральный герой своей истории. Да, мир останется общим, вы будете видеть других игроков в городах и на торговых путях, но само прохождение смещается в сторону иммерсивности. Это структурный сдвиг. Вместо того, чтобы заставлять вас вступать в гильдию ради выживания, игра предлагает вам глубокое одиночное погружение, где кооператив лишь опция, а не жизненная необходимость. Вместо бесконечного гринда в чистом поле нам обещают сосредоточенную тактильную боевку, где каждый удар чувствуется физически, а камера держится у плеча героя, превращая массовое побоище в личную драму. Забудьте про ленивое закликивание кнопок и выделение цели мышкой. Прощай таргет-система. Привет полноценная боевка с возможностью промахнуться. Судя по геймплейным кадрам, нас ждет сбалансированная боевая система. Здесь решают тайминги, вовремя нажатый блок и перекаты. Каждый взмах двуручного меча имеет инерцию, а попадание по щиту вызывает правдоподобную отдачу. Это не просто красивые анимации, это смена жанровой принадлежности. Теперь стычка с обычным лесным мобом может превратиться в дуэль в духе Dark Souls или God of War, где одна ошибка стоит половины полоски здоровья. Ко всему прочему, нам обещают не просто Ctrl-C, Ctrl-V квесты по принципу принеси 5 хвостов, как в ранее упомянутой скандальной игре, вышедшей в марте, а полноценную кампанию более чем на 50 часов с интересными вау-поворотами и драматическими сценами, которые были срежиссированы в стиле крупных AAA проектов. Разработчики хотят, чтобы вы сопереживали миру, а не просто захватывали замки ради налогов и выполняли активности только потому, что они просто есть. Как это предлагают нам
этом все в той же Crimson Desert. По сути, перед нами рождается новый поджанр онлайн экшен RPG с элементом классических приключенческих игр. А Hyunjin ставит на то, что современному игроку важнее почувствовать себя крутым героем в детально проработанном мире, чем частью 100-тысячной толпы, лагающей на осаде. Но не станет ли этот сюжетный лоск надгробным камнем для той самой социальной песочницы? Но пока что это работает, ведь именно в этом кроется причина, по которой игру уже массово добавляют в виш-листы любители одиночных RPG. А Hyunjin, видимо, понимает, рынок классических MMORPG стагнирует, и нужно развиваться в ногу со временем. Современный игрок не хочет жить в игре 24/7, чтобы просто построить дом. Он хочет визуальный аттракцион, кинематографичность и добротный экшен. Unreal Engine 5 позволяет реализовать это на безумном уровне за счет детализации брони, игры света в густых лесах и эпичных боссов, которые заставляют забыть о картонности игр прошлых лет. Потому данный проект больше не симулятор фермера-перевозчика, который, конечно же, многим был по душе. Это амбициозный блокбастер, который пытается усидеть на двух стульях одновременно. Сохранить лор легендарной вселенной, но упаковать его в обертку современного консольного экшена. Но будем честны, все эти обещания про сюжет и боевку не стоили бы и ломаного гроша, если бы мир игры не выглядел так, чтобы в нем хотелось утонуть. В этом плане Arcade Chronicles выкладывает на стол свои главные козыри. Графика здесь это не просто подкрученные текстуры или красивые кусты с водопадами в виде ленточных червей. Разработчики на полную мощность используют технологии Lumen и Native, чтобы создать картинку, которая еще вчера казалась невозможной для онлайн-проектов такого масштаба. Lumen дает нам динамическое освещение в реальном времени, лучи солнца, пробивающиеся сквозь густую листву деревьев, глубокие тени и реалистичные отражения, которые динамически меняются вместе с окружением. А благодаря технологии Nanite детализация объектов достигает безумного уровня. Вы буквально видите каждую выбоину на мече и каждый скол вкладки замков. Но что поражает больше всего, это не просто декорации, а объекты, с которыми можно взаимодействовать. Разработчики внедряют систему разрушаемости объектов, которая будет напрямую влиять на геймплей и давать тактическое преимущество. Если в первой части ваш дом был по сути статичной коробкой с огородом, то в Chronicles это ваша персональная крепость, и ее придется оборонять от тех, кто позарится на ваше имущество. Ведь ко всему прочему в игру вводят систему динамических событий. На ваши поселения могут напасть прямо в процессе игры, и вам придется бросить все свои занятия и спасать свои пожитки, используя при этом особенности ландшафта и архитектуры, чтобы выжить в эпичных сражениях. Забудьте про экран загрузки. Мир стал полностью бесшовным. Больше никаких подгрузок при переходе из локации в локацию. Вы просто садитесь на маунта и скачете за горизонт. И масштаб этого горизонта поражает. Разработчики заявляют, что доступная территория в 2 раза больше, чем оригинальный материк из первой части. Это колоссальное пространство, наполненное жизнью, всевозможными секретами и игровыми активностями. Перед нами не просто расширение старой карты, а попытка создать по-настоящему живую экосистему, где технологии работают на погружение. Это то, чего, как по мне, не хватает в Crimson Desert. Как по мне, в ней мир кажется стерильным и неживым. Но хватит ли этого огромного бесшовного мира, и все ли будет так гладко, чтобы заполнить пустоту в сердцах фанатов олдскульного PvP? Ведь PvP станет опциональной механикой, а не основной составляющей игры. Вы что думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. Перейдем к главному вопросу, который мучает фанатов первой части. Где мои паки? Где мое море? Спешу вас успокоить. Фундамент Arcade никуда не денется, но он пройдет через огромную реконструкцию. Начнем с легендарных торговых паков. Система перевозок грузов будет присутствовать. Но забудьте о монотонном вождении трактора по мирным локациям. Теперь доставка товара — это либо напряжная стелс-миссия, где вам нужно проскользнуть мимо засад, используя ландшафт, либо бешеная экшен-погоня. Благодаря новой боевке и физике каждый
каждая попытка заработать на торговле превращается в маленький голливудский боевик. Вы больше не водитель кобылы, вы курьер в опасном мире, где за каждым кустом может ждать реальная угроза. Море — это сердце Архейдж, и оно тоже на месте. Корабли и морские сражения остаются ключевым элементом геймплея, но теперь они работают на физике воды нового поколения. Это не просто синяя текстура под килем. Волны в Chronicles динамические. Они влияют на траекторию ваших снарядов, на устойчивость судна и на саму тактику боя. Шторм здесь это не визуальный эффект, а реальный противник, который может разнести ваш фрегат о скалы быстрее, чем вражеские пушки. А морские баталии обещают стать самыми технологичными в жанре ММО. И конечно, вас ждет ваше жилье. Помните те времена, когда поиск свободного места под пугало превращался в отдельный квест? В Chronicles система поселений стала куда глубже и, как ни странно, социальнее. Ваши дома больше не разбросаны в хаотичном порядке по всей карте. Теперь это полноценные города и поселения игроков, которые живут своей жизнью. Это не просто декорация для крафта, а социальный хаб, где ваше участие в жизни общины напрямую влияет на процветание всего региона. А для удобства все это реализовано через канальную систему, что позволит найти каждому игроку свое местечко. Разработчики пытаются совершить невозможное, сохранить старые механики, которые мы так любили, но сделать их современными, динамичными и, что самое важное, визуально сногсшибательными. Ко всему прочему, в игру введут продвинутую систему преступлений, которая будет регулировать взаимодействие между игроками, а именно будет накопительная карма. За кражи и убийства копятся очки преступлений, превращая игрока в изгоя. NPC-стража будут атаковать преступников. Им закрыт доступ к обычным аукционам и складам. Имеется система охоты за головами. Введена роль баунти-хантеров. Игроки могут брать контракты на поимку преступников за награду. Также будет присутствовать тюрьма и штрафы. И заключение с возможностью сократить срок через исправительные работы или попытку побега. По классике ММО у рецидивистов при смерти выше шанс выпадения предметов из инвентаря. В игре присутствуют черные рынки. Преступники вынуждены пользоваться скрытыми торговыми точками с высокими налогами. Все это звучит очень круто и многообещающе. Но давайте спустим наш хайп-поезд на тормоза. Ведь у медали есть и обратная сторона, от которой у старой гвардии холодеет в груди. Главный страх сообщества сегодня — это превращение легендарной песочницы в своего рода корейский Genshin Impact. Многие боятся, что за ширмой красивой постановки и одиночного сюжета мы теряем ту самую грызню за ресурсы, которая разжигала конфликты среди гильдий. Предательства и союзы рождались из дефицита и конкуренции. Если в Chronicles будет слишком много комфортного соло-контента и безопасных зон для прохождения истории, не превратится ли мир в стерильный аттракцион, где другие игроки просто бегающие рядом декорации? Без острой политической борьбы Архейдж рискует потерять свое лицо. Хотя если брать недавний успех ранее упомянутый Crimson Desert, игрокам теперь это как будто и не нужно. Возможно, разработчики знают то, чего не знаем мы. Вторая большая проблема — это, конечно же, наше железо. За невероятные возможности Unreal Engine 5, за каждый луч технологии Lumen и каждую деталь, проработанную на нит, придется платить системными требованиями, и цена будет огромной. А с условиями нынешней торговой политики, компаний, выпускающих железо, и новых новостей о подорожании процессоров и видеокарт, доступность игры будет под вопросом. Мы все понимаем. Картинка уровня God of War или Black Myth Wukong — это тяжелое испытание даже для мощного железа. А теперь представьте, что этот Ведьмак на максималках должен преобразовать не только физику леса, но и одновременно присутствие сотни игроков в одной точке во время динамичного события или морского побоища. Оптимизация всегда была слабым местом амбициозных корейских проектов. И смогут ли разработчики усмирить движок так, чтобы
чтобы игра не превращалась в слайд-шоу. Самый ответственный момент захвата поселения. Это большой вопрос, и ответ на него может стать решающим. Либо мы получим технологический прорыв десятилетия, либо красивую картинку, которая будет доступна лишь владельцам топовых видеокарт, оставляя за бортом огромную часть преданной аудитории, что создаст бурю негодования и плохих оценок в Steam. Так что же это в итоге? Смерть легенды или ее долгожданная эволюция? Хам Йон Джин сделал свой ход, и цена этой ставки — все наследие ArcheAge. Подводя черту, важно понимать, ArcheAge Chronicles — это не просто сиквел, это глобальная смена стратегии по созданию контента. Хам Йон Джин больше не пытается воевать на поле олдскульных азиатских дрочилин. Это открытая попытка захватить западный рынок, где игроки обожают глубокие сюжетные RPG с драматическими сценами, как в кино, но при этом хотят разделять этот опыт с друзьями, а не просто бегать в одиночку, как нас заставили в Crimson Desert. Корейцы ставят все на гибридную модель геймплея, дать нам картинку и боевку уровня лучших AAA блокбастеров, сохранив при этом социальные связующие в виде общих городов и морских приключений. Это рискованный путь, который может как подарить нам MMORPG нового поколения, так и похоронить ту самую самобытность, за которую мы когда-то полюбили оригинал. Станет ли этот мир новым домом для миллионов, или останется лишь красивой витриной для Unreal Engine 5? Покажет только время. Но одно можно сказать точно: такой ArcheAge мы еще не видели. А на этом все. Если вам понравилось данное видео, вы можете показать мне это своим лайком. Обязательно пишите комментарии, как вы думаете, пойдет ли игре на пользу сознательный отказ от безумных массовых PvP замесов в пользу выверенной крутой боевки и личной истории, или без хаоса стенка на стенку. Это уже не ArcheAge. Пишите свое мнение в комментариях, я их все читаю и на самые интересные обязательно отвечу. Также переходите в наше сообщество в Дискорде и т.г. В нем вы можете узнать анонсы моих стримов на Twitch, ведь я часто провожу стримы. Вы были на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий, и вы можете подписаться на меня во всех соцсетях. Ссылочки будут в описании. Всем пока.